прошлых роликах мы уже посмотрели на то, как работать с Llama CPP на примере Llama Server, как сделать базовую конфигурацию для Llama Swap, ну а сегодня посмотрим на уровень клиентов и, в частности, на агентов. Будем это делать на примере Klein. Почему Klein? Потому что он есть в разных выпусках от терминального инструмента и заканчивая расширением IDE. И также есть расширение IDE для VS Code. На него мы будем смотреть. Перед тем, как перейдем к VS Code, небольшая ремарка. То, что я говорю и рассказываю, это про инструменты, которыми я пользовался. Не претендую ни в коем случае на истину в последней инстанции. AI-стек — это в целом очень индивидуальная сейчас вещь. Поэтому я просто надеюсь, что вам это будет полезно. Или вы меня чему-нибудь научите. Будет круто, если так. Заходите на огонек в комментарии, пообщаемся. Переходим к VS Code. У меня тут уже открыт проектик в нашем демо-папочке, которую мы ввели еще с видео с Llama CPP. Здесь ничего нет, он пустой. Мы здесь сделаем небольшую настроечку для Klein и сделаем такой Hello World. Начать надо с того, что это не VS Code, это VS Codium, но для целей этой демонстрации разницы не будет никакой, абсолютно. Поэтому можете просто следовать по шагам, которые я делаю. Первым делом надо, конечно, установить Klein. Находим его в магазине расширений. Вот он первый появился тут, Klein. ID у него, давайте побольше вам сделаю, вот чтобы было видно. ID у него Saudrizvan Cloud Dev. Я еще скину ссылочку в описании. Там его можно найти, если что будет. Так, убираем лупу. Нажимаем Install и устанавливаем. К слову, если вам нужно сохранить расширение, вы можете сделать правой кнопкой мыши на расширение нажать Download VSIX. Если потом вам надо будет установить в офлайне, например, расширение, вы можете сделать Install from VSIX из файлика расширения. Бывает удобно такой небольшой протип. Окей, установили, появилась иконка Klein в левой панельке. Открываем ее, видим такой экранчик. Возможно, у вас он отличается немножко, потому что у меня уже была настройка, я уже пользовался им в VS Code и для целей демонстрации просто его убрал. Из настроек здесь есть несколько вкладочек. Первым делом мы именно по этим настройкам пройдемся и потом перейдем уже к работе с самими модельками. Те настройки, которые сейчас будем обсуждать, некоторые применимы в принципе для других агентов, не Klein, и это поэтому будет полезно, я думаю, нам. Сначала, конечно же, провайдер. Кто у нас будет поставлять нашу модельку? Есть разные варианты, понятное дело. Есть варианты от самого Klein. Я не пользовался ими. Может быть, вам будет полезно. Посмотрите. Но не могу ничего сказать про них и ручаться. ChatGPT, Anthropic, все это есть. OpenAI и другие инструменты. Все есть. Есть Light LLM, есть OLama, есть OpenAI Compatible Endpoint, наши любимые. Есть LM Studio, кстати говоря, для тех, кто пользуется LM Studio. Очень удобно. Мы выбираем OpenAI Compatible, потому что мы пользуемся Llama Swap, и Llama Swap предоставляет такие эндпоинты. Напоминаю то, что наш endpoint — это HTTP localhost 8080/v1. Очень важно /v1, потому что если вы без v1 напишете, будет Klein показывать ошибку, что он не может достучаться до эндпоинта. Ключ API. Мы нигде с вами его не настраивали. Он вообще не требуется, но сам Klein почему-то его обязательно требует. Поэтому, если у вас нету никаких API-ключей, что угодно сюда вбейте. Я сюда вбил, по-моему, Llama Swap как раз, и все работает отлично. ID-модельки. Здесь мы переходим к интересному моменту. Для разных инструментов доступны разные абсолютно вещи. Например, в OLama можно подтягивать название модельки автоматически. В OpenAI Compatible endpoint'ах такого недоступно, к сожалению. Что очень жаль, поэтому нужно вбивать модель руками. То есть я тут пишу QVN 3.6, 27B, двоеточие 27B. Вы можете спросить, откуда это взялось? Мы такого не настраивали. Так вот, у меня уже запущен Llama Swap тут. И давайте заодно быстренько посмотрим на нашу папку для демо. Что у нас здесь изменилось, обновилось. Я здесь положил файлик, называющийся Klein System Prompt. Мы на него чуть позже посмотрим. Это то, как Klein, как агент, какой запрос первичный делает для модели. Наш конфиг YAML уже известный, немножко отредактированный, и промпты, которые мы потом будем использовать. Открываем конфиг YAML. Здесь что изменилось и что добавилось?
Во-первых, я добавил здесь Store. Это хранилище для того, чтобы собирать метрики. Мы с вами базово настроили уже модельки, поэтому можем сохранять уже метрики, которые с этих моделек приходят, чтобы потом набирать какую-то статистику, понимать, на какие модельки быстро работают, какие медленно и так далее. Спасибо большое за комментарий, который вы оставляете. Вот под первым видео, к слову, был этот комментарий. Я говорил под вторым, извините, видео про LlamaSwap. Это был комментарий как раз про Store с такой большой конфигурацией. Там много чего полезного было. В целом, поглядите, если вам интересно. Для моделей мы добавили алиасы. Вот, например, у Gemma 4 появились aliases, и мы назвали тут Gemma 4 12B, и у Qwen 3.6 тоже появился алиас Qwen 3.6 27B. Зачем нужны эти алиасы? Иногда названия моделей будут не такие простые, как Gemma 4 и Qwen 3.6. Они будут длинные, большие, может быть, они больше будут напоминать файл, из которого они будут запускаться. И нам нужно для разных сред, чтобы был один и тот же набор названий. Вот, например, такой набор названий, он очень похож на то, что вы можете увидеть в Ollama. Мне очень нравится такой формат, поэтому я обычно делаю такие алиасы для моделек. И именно этим алиасом мы будем пользоваться. Вот, в частности, Qwen 3.6 27B. Вот. Окей. У меня уже запущен, как я сказал, LlamaSwap. Можем его открыть. Вот он. Хоп. Вот наши модельки. В модельках вот появились внизу aliases, Gemma 4.12b, Qwen 3.6 27b. Окей. Теперь мы его здесь вписали в модуль ID. Идем дальше по конфигурации. Есть дополнительная конфигурация. Можно включить, чтобы была поддержка изображений. В данном случае у нас ее нет. Мы еще не подключали специальный обработчик изображений. Не сделали модель так называемый мультимодальный, чтобы она и в режиме текстовом, и в режиме изображений работала. Но мы это потом как-нибудь обязательно сделаем. Не в этом видео, но как-нибудь сделаем. И есть галочка «Включить формат сообщений R1». R1 — это модель от DeepSeek. Это была одна из первых моделей популярных, которая включила модель размышлений, reasoning. Очень большой бум был на рынке благодаря этой модели. И у Alibaba Cloud, у них есть прям отдельная документация с инструментами для разработчиков. Вот для Klein есть документация. И тут они рассказывают то, что если у вас Klein, вот эту галочку Enable R1 Messages Format, нужно включать для Qwen 3 в режиме размышлений или для QVQ. У нас Qwen 3, 3.6, если быть точным, поэтому мы следуем заветам документации от Alibaba Cloud и включаем формат сообщений R1. Контекст. Ставим окно контекста. Это то, что я в предыдущий раз говорил при том, как мы работали с конфигурацией, что неплохо бы вписывать размер контекста максимальный, который нам будет доступен. Именно поэтому это и удобно, потому что мы можем потом пойти, посмотреть в конфигурации и вбить нужную циферку нам в какой-то инструмент. Я пока работал с несколькими инструментами. Вот, например, OpenCode, кроме Klein, там тоже нужно было вбивать то же самое контекстное окно. Оно автоматически не забирается никакими инструментами, хотя это можно сделать, чтобы автоматически оно выдавалось. Но почему-то многие агенты до сих пор этого не делают, не забирают эту мета-информацию, эти метаданные. Можно ограничить, сколько токенов будет выходить. Мы этого делать не будем, оставим -1 цену за токен. Ставить мы ее не будем, потому что считать ее нам не нужно. Температуру, опять же, мы ставить не будем. Это конфигурация, которую мы потом затронем. Она делается с помощью LlamaSwap или Llama CPP. То есть, когда Llama сервер запускаете, можно передать ему температуру, топ-кей и другие параметры, которые полезны. Сейчас этого касаться не будем. Можно поставить reasoning effort. Если вы хотите без каких-либо ограничений, чтобы модель у вас думала, хоть бесконечно, вы можете поставить x-high. Это значит супер-супер большие размышления, хоть бесконечные. Ну и по степени того, как вы изменяете это значение, оно будет убывать. High — это меньше, medium — это среднее, low — низкий, и known вообще не будет доступно размышление. Модель будет работать в формате «я не думаю, я делаю». То есть вот этого блока reasoning, который мы с вами видели, не будет. Напоминаю, где мы это уже видели. Мы это уже видели, когда мы запускали модель. Можем вот открыть тут Qwen 3.6. Когда мы через Llama UI пользовались моделью.
Llama сервер веб-интерфейс. Тут есть вот эта вот лампочка, Max Reasoning. Это тот же самый параметр, который мы можем настроить в Cline. Так, окей. Контекст настроили. Сколько надо думать, настроили. Я поставил на X-High просто потому, что это можно сделать, почему бы нет. Если вы сталкиваетесь с проблемами, то можно понизить его. Все, здесь на этой вкладке закончили. Теперь переходим к вкладке с фичами, которые есть. Как-нибудь, может быть, побольше как-нибудь сделать. Да, это тяжело будет так. Так не получится. Окей, ладно. Я надеюсь просто, что будет видно. Она очень маленький. Текст такой ужасно просто. Субагенты. Что такое субагенты? Это когда вы запускаете агента в агенте. Чуть позже мы посмотрим с вами на сам агент, то, как им пользоваться. Мы не будем трогать сами субагенты. Скажу только, что у меня была всего одна задача, которая была субагентами, один тип задач с субагентами, и выглядит он как вам нужно обработать очень большой набор данных. Например, у меня есть небольшой бложек, бестолковый, бесполезный. Я не то чтобы его рекламирую, просто что там есть много заметок. Они текстовые, с большим объемом. Мне захотелось как-то сделать тегирование. То есть я захотел разбить заметки по тегам сгруппировать их на разные типы разбить. И чтобы выполнить эту задачу, нужно, чтобы был очень большой контекст. И один агент съедает весь контекст, когда уже смотрит, загружает несколько заметок. Поэтому нужно запускать отдельного агента, чтобы он сделал summary по одной заметке, дал маленький summary владельцу задачи, агенту, который запустил задачу. Потом владелец задачи, агент, запускает еще одного подагента, вторую заметку читает, отдает summary маленькое агенту, который запустил задачу. И так далее. Это продолжается, просто запускаются агенты для того, чтобы сделать summary, но контекстное окно, которое для вашего агента большого, который занимается самой задачей, оно не забивается. Наверное, это не очень удачное объяснение, но я постараюсь как-нибудь это показать, но не в этом видео, опять же. Native Tool Call – очень полезная вещь, очень рекомендую ее включать. Нужна она для того, чтобы агент не пытался вставить в текст XML-ные теги, когда вызывает инструменты. Это не то, чтобы будет видно, но проще агенту работать с данными, когда ему приходят ответы с отдельными JSON-блоками по вызовам инструментов. Мы смотреть явно на это никак сегодня не будем. Если у вас есть возможность, включите этот флажок. Если у вас будут какие-то проблемы, вы всегда его можете выключить. А субагентами, кстати, почему выключен он? Потому что у меня были ситуации, когда Cline автоматически запускал субагентов без моего разрешения. Он просто брал и делал это, когда это для задачи, которой я сейчас занимался, не нужно было. А вот когда нужно было, я просто его включил, а после этого выключил. Параллельный вызов инструментов. Никакого смысла отключать этот параметр нет. Пусть запускаются хоть много параллельных инструментов. Режим планирования серьезный, без возможности редактирования файлов обязательно включайте. Мы чуть позже посмотрим на режимы, чем они отличаются. Но, скажем так, режим плана, он должен быть без редактирования в идеале. Автокомпакция, автосборка контекста. Когда контекстное окно расширяется до очень больших значений, иногда хочется, чтобы оно стало меньше. То есть делается небольшой обзор той работы, которая была проделана с помощью модели. Модель говорит, что я сделал то-то, 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 мы собираемся делать такую-то, такую-то задачу в будущем, вот здесь мы остановились. Это небольшое краткое summary, которое становится новым контекстом для агента при работе. То есть, например, у нас контекстное окно 65 тысяч, до 60 тысяч мы уже его забили, мы стараемся вот эти последние 5 тысяч вместить это summary по работе, потом выбрасываем все, что было до этого, и начинаем с этого summary работать дальше. Чуть позже мы посмотрим на то, как вообще контекстное окно растет и что это такое. Focus Chain. Очень интересная штука. И это технология, которая есть конкретно в этом агенте. Я не встречал, чтобы ее использовали в других. Если вы знаете такие примеры, то говорите. Очень интересно было бы узнать, где аналогичную технологию используют. Что это такое? Здесь есть вот еще внизу полосочка, которая говорит, насколько, через какой интервал нам нужно как раз этот Focus Chain включать. Это технология, которая была разработана ребятами из Cline.
У них есть отличные блогпосты. Если у вас есть возможность, почитайте их. Очень хорошая штука. Здесь как раз рассказывают про то, как они размышляют при инженерии над контекстом, как они работают в клайне с ним, какие инструменты есть. И вот Focus Chain — это одна из самых полезных фишек, которые у них были. Вот в частности, в версии 3.25 он появился, сейчас версия 4, клайн, по-моему. Через какой-то интервал диалога с моделью модель начинает терять, в чем был смысл задачи, которую она делала. Для некоторых моделей это очень актуально, и нужно моделям явно напоминать о том, а чего же мы делаем. Иначе она теряется, начинает уходить куда-то в сторону. Ну, в целом, вы слышите, как я разговариваю. Вот приблизительно так же модель работает. Я начинаю о чем-то говорить, у меня мысль улетела в другую сторону, и все. Вот модель также приблизительно и делает. И чтобы она не уезжала, не съезжала с рельс задачи, которые нужно сделать, каждые, например, в данном случае 6 взаимодействий, то есть модель что-то написала, 6 раз такое произошло, и она сама себе, агент модели напоминает, сам себе, по сути, что нужно сделать. Вот. Это про это. Если вы выключите эту функцию, скорее всего, клиент вообще не имеет смысла использовать. Это именно то, что делает его собой. Полезная вещь. По редактору небольшие вещи. Future tips — это просто напоминалки, типа можно вот такой функцией воспользоваться, такой функцией. Не особо полезная вещь, можно выключать сразу. Редактирование в фоне, background edit, очень полезная штука. Включайте, если вам не нравится, что у вас крадут фокус у редактора. Вы хотите что-то делать сами в редакторе, вы не хотите, чтобы модель его у вас дергала, все время забирала. Я чуть позже покажу, как это выглядит. В некоторых случаях полезно будет включить, чтобы просто вас не задалбывало это. Зависит от вашего стиля разработки, как вам удобно. Но имеет смысл посмотреть. Чекпоинты. Не отключайте ни в коем случае. Вы ничего не теряете, если они у вас остаются. Но если вы их выключите, то прогресс задачи будет теряться. Мы чуть позже посмотрим на чекпоинты и почему их не надо отключать. Просто информация о том, что не отключайте их просто так. Вы ничего не теряете, когда они включены. То есть ни скорость, ничего. Только чуть-чуть места на диске, чтобы текстовую информацию сохранить. Веб-инструменты и доступ к веб-инструментам я отключаю, потому что обычно ничего из интернетов не дергаю, но если вам нужно, то, пожалуйста, можно включить. Экспериментальные, скорее не надо трогать это. Здесь всякие режимы, которые вообще никаких подтверждений не требуют и будут что угодно у вас на компьютере делать, типа YOLO мод, это You Only Live Once режим без подтверждений. Какие-то double check completion, это чтобы модель... Агент спрашивал модель 2 раза о том, что задача завершена. Не очень полезная вещь, забивает очень, сейчас пока на данном этапе разработки, забивает очень сильно контекст и только сбивает размышления модели. Lazy Teammate Mode вообще бесполезная вещь, это так по приколу сделанная фича, чтобы у вас клиент был такой ленивый. Больше для приколов, для лузов. Хуки. Хуки — отдельная тематика. Ее, если бы я даже хотел, я ее рассказать просто не смогу, потому что это мир в себе. Есть, опять же, отдельный блогпост, я его тоже прицеплю. Если вам очень интересно, что это такое, почитайте. Это программки и правила, которые будут выполняться на определенных типах, на определенных этапах workflow. То есть, когда задача появилась, когда задача выполняется, когда задача закончилась и так далее. Очень похоже, например, на гит-хуки, если вы знаете, что это такое. Это приблизительно то же самое, только в рамках workflow тасок, задач, которые есть в Cline. Так, здесь посмотрели. Опять же, браузер-интеграция, следующая вкладочка, то же самое все. Настройки терминала. Очень важная вещь. Если вы пользуетесь, как я, Linux, и у вас по каким-то причинам дефолтный терминал, который есть, не является Bash, я крайне рекомендую вам поменять на Bash профиль терминала. Потому что большое количество моделей, когда им говорят сделать или использовать какие-то инструменты, они начинают работать с Bash. И поэтому, если у вас дефолтный терминал — это фиш, многие вещи просто работать не будут. Ну, хотя бы там, не знаю, Dash у вас какой-нибудь может быть или похожая вещь, хотя бы POSIX совместимые. Но лучше поставьте просто Bash и не думайте об этом. Тайм-аут для интеграции шелла, то есть оболочки.
Я себе поставил 30 секунд, я не помню, что там по умолчанию. По-моему, я увеличивал это значение. Ну, в общем, посмотрите сами. Это вот для того, чтобы подождать, чтобы открылось терминал, чтобы профиль запустился. Больше 30 секунд, наверное, и не надо. Включить терминал Reuse, чтобы каждый раз не открывать новый терминал, а тот же самый использовать. Ну, тут все стандартно. Есть только единственное, наверное, имеет смысл на этот флажочек посмотреть по объему вывода, который будет сохраняться из терминала. Здесь стоит 500 строк, то есть только 500 строк будет попадать в контекст из вывода терминала. Почему это так? Потому что вы, например, можете сделать какой-нибудь ls, посмотреть файлы в какой-нибудь директории, а у вас там 16 тысяч файлов находится, например. И чтобы все 16 тысяч строк не попадали потом в контекст и не забили его сразу моментально, только 500 строк будут взяты. Строки будут убраны только из середины, как нам пишут, сохраняя токены. То есть останется условно 250 строк в начале, 250 строк в конце. Вот так. Общие настройки, язык. Даже тут есть русский, но я все-таки пока буду на английском показывать именно, потому что бывает проще найти документацию какую-то. Ну и about. Ничего тут нет особо. Ну и вот тут ошибки и телеметрия, как вам нравится, нужно смотрите сами, включайте, выключайте. Окей, все настроили. Переходим наконец-то. Ура! Переходим наконец-то к демонстрации того, как это все работает. Если что, быстрый доступ к модели и настройки модели есть внизу, вот здесь. Опять же, очень-очень маленький шрифт. Я надеюсь, тут будет видно. Вот OpenAI Compat QN 3.6 27B. Вот. Можете нажать на него и попадете на вкладку конфигурации API. Можно контексты добавлять, можно файлики добавлять. Нам это сейчас не надо. Режимы плана и действия. Сейчас мы на них посмотрим еще. Создание новой задачи. MCP-серверы какие-то можно подключать. Мы их трогать сегодня совсем не будем. История запросов. Мы на нее быстренько посмотрим после того, как все сделаем. Аккаунт. И опять же настройки, которые мы уже видели. Здесь есть небольшая панелька с тем, что разрешаем мы делать без нашего вмешательства в модели. Мы пока еще ничего не будем делать. Сейчас в процессе как раз и посмотрим. У меня есть набор небольшой промптов для того, чтобы поработать с тестовым проектом. Поскольку я очень тяжело придумываю такие кейсы, кроме Hello World, тут тяжело что-то, наверное, такое подставить, что будет понятно всем абсолютно и не будет вызывать сложности, поэтому с него и начнем. Начнем в режиме плана. План отличается тем, что в плане модель думает, анализирует, собирает контекст для того, чтобы потом выполнить действие. Когда нам нужно выполнить уже его, когда мы поняли, что модель будет делать, мы переходим в режим действия. Мы пока в режиме плана сейчас будем собирать идею того, что мы будем делать. Это один из примеров workflow, как можно работать с агентами. Есть другие абсолютно подходы, как с агентами работают. Мы сегодня поработаем в этой парадигме, когда мы планируем и потом на основе этого плана действуем. Значит, какой у нас есть запрос? Опять же, давайте сделаем побольше, что ли. Я хочу, чтобы у меня была простая HTML-страничка. На этой страничке должны быть поле для ввода имени и кнопочка Submit. После того, как пользователь заполнил input, он должен иметь возможность кликнуть по кнопочке Submit и получить ответ в сообщении Hello Name. Вот такая простая задача Hello World просто в виде HTML-странички. Отправим сообщение для модельки, для Квена для нашего. Пока работает, мы можем сходить посмотреть, как у нас работа идет. Пошла работа. Вот она идет. В Activity будет появляться потом информация. Одна задача в работе. Так, переключаемся на VS Code. Ждем. Окей, пошли размышления. Видим план. Он начинает думать о том, что мы будем делать. Размышлять. Что мы видим в выводе? Я сделаю простую HTML-страничку с инпутом для имени и кнопочкой Submit, которые будут показывать персонализированные приветствия. Тут план. Файлы, которые будут создавать индекс HTML, что будет в нем содержаться, небольшой JavaScript он нам добавит, имплементационные детали.
простые. Меня все это устраивает, то, что я здесь вижу. Окей, я могу применять все изменения, которые здесь есть. Можно нажать вот здесь Act Mode, просто перевести, чтобы сама модель нам предложила это сделать. Можем сделать, хоп, Act Mode нажать. Автоматически клиент перешел в режим Act и начал делать изменения. Вот тот момент, про который я говорил, когда фокус у нас забирают. То есть у нас открылся новый файл, и прям в него модель начала писать. Вот это та самая штука, которая может раздражать и создавать проблемы. Но в целом я, например, стараюсь просто не трогать окно, и пусть сам пишет там клиент. Кому-то это может настолько раздражать, что захочется совсем это отключить, и вот тогда здесь просто будет в окошке клиент, просто будет показано, что я столько такие-то внес строчки туда-то, туда-то в тот файл. И все. Как видим, нам собрали файл, и вопрос. Хотите ли вы одобрить этот файл? Хотите сохранить или хотите отказать клиенту в редактировании такого файла, создании вот файла index.html? Ну, мы, конечно, хотим сохранять, но каждый раз одобрять это не хочется, поэтому открываем вот эту панельку, которая с нашими автоапрувами, и здесь выбираем Edit Project Files. То есть все, что есть с галочками, это автоматически будет одобряться. Автоматически одобряется чтение проектных файлов, редактирование проектных файлов, запуск безопасных команд и использование MCP-серверов. MCP-серверы мы не трогаем сейчас, просто они автоматически тут уже доступны, без предварительно одобренные уже для клиента. Мы только добавим редактирование проектных файлов, потому что каждый раз, конечно, это не очень удобно что-то делать. Кроме того, мы знаем, что это будет доступно только в режиме Act, потому что мы поставили, что strict plan mode, то есть жесткий режим планирования, только для планирования. Окей, таск завершен. Мы сделали... Оп, нет, не надо, пожалуйста, открывать. Он автоматически делает open. У меня просто не стоит на open браузер, у меня стоит на open nvim, чтобы HTML редактировать, поэтому он у меня всплыл так в лицо прям. Прошу прощения за это. Создал файлик. Мы можем тут, после того, как он создал нам, посмотреть изменения, которые были сделаны, как div такой, что очень удобно. Можно делать explain, это просто дополнительно спросит клиент просит модель специфицировать, в чем смысл этих изменений вот этого дифа, который он нам тут вот показывает. Он просто отправит этот div и сгенерирует explain для этой части. Окей. Мы с вами говорили про чекпоинты, про контекст. Сейчас давайте затронем эти вещи. Контекст мы можем посмотреть сверху. Мы задавали с вами контекст размером в 65 тысяч. Вот он тут в тотале есть. Вот сверху вот эта полосочка, бар вот этот, который заполняется. Это тот самый контекст, который интересует. Используем 26 тысяч, всего 65, осталось 39. Токен usage нас не особо интересует. Это полезно в основном для моделей, которые облачные, за которые вы платите деньги. Там это нужно понимать, считать. Для локальных моделей это не столь актуально, и поэтому я обойду это стороной. Может появиться вопрос. Вроде бы мы тут не так много всего сделали. Написался всего один индекс HTML, какой-то небольшой планчик, и уже у нас забито 26 тысяч токенов. Откуда взялось это? Почему? Что это такое? Так вот, каждый агент, когда начинает работу с моделью, он требует, чтобы модель работала с ним в определенном формате. Каждый агент имеет свой набор инструментов, которые ему надо дать для модели и так далее, и так далее. Короче говоря, нужна предварительная настройка. Это есть одна из самых больших магий современных агентов, то, что они вот с помощью этого первого initial промпта такого дают модели понять, как они будут разговаривать дальше. Это такой API, который агент отправляет модели, чтобы модель могла это API соблюдать. Ну, если можно так сказать, контракт, проще говоря. Так вот, мы делали и устанавливали LlamaSwap, и одна из фишек LlamaSwap, которой нету практически нигде в других инструментах, которые можно так просто установить, как LlamaSwap, это возможность посмотреть на то, как выглядит запрос. Я показывал это в прошлый раз, но не показывал конкретный кейс. Здесь можно посмотреть на тот самый системный, системный я в кавычках буду называть, потому что сейчас это как user роль используется. Раньше это были системные все промпты. Просто перешли на модель того, что перестали пользоваться системными промптами, стали только исключительно юзер промптами пользоваться для этого. Вот тут
Клайн рассказывает модели, что ты Клайн, разработчик с знанием многих программных языков программирования, фреймворков, паттернов дизайна и так далее, и так далее, и так далее. Используют эти инструменты, вот эти инструменты. И вот оно пошло. И этот гигантский запрос, который вначале отправляется, как раз у нас и съедает большую часть токенов в начале. Если я не ошибаюсь, это около 12 тысяч токенов уходит на это все. И для того, чтобы нам проще было посмотреть, что там действительно есть, я вытащил его как раз тот самый System Prompt. Ну, опять же, System в кавычках, просто потому что это Initial Prompt, правильно, наверное, назвать. Здесь есть большое количество информации, вот. Это уже отформатировано, чтобы вам проще было смотреть, выдрано из Llama Swap. Вот. Ну и тут по разделам это Markdown, по разделам разбита информация, как использовать инструменты, как правильно отформатировать параметры для инструментов, какие есть инструменты в принципе. Вот, например, записать файл, заменить файлы, поискать файлики какие-то, посмотреть, какие в директории есть файлики и так далее, и так далее, и так далее. Много-много-много разных инструментов, примеры того, как этими инструментами пользоваться, примеры того, как таски будут происходить и какие будут элементы, какие будут элементы для тасок полезны. Вот, например, чтобы продемонстрировать, что такое таска, понятие таски – это просто понятие большого набора задач, которые есть в рамках некоторого общего контекста. То есть у нас здесь было 3 таски условные, которые надо было, чтобы модель выполнена нам, чтобы клиент сказал то, что все окей. Создать HTML-страничку, добавить JavaScript, чтобы обрабатывать приветствие, которое будет на этой страничке, верифицировать и протестировать страничку. Я бы не сказал, что он хорошо прямо эту задачу выполнил, но в целом работает, наверное. Мы еще проверим страничку, мы еще это не успели сделать. Вот, это таски. И вот как раз тут рассказывается про то, как таски выглядят, как их надо помечать сделанными, не сделанными. И вот этот вот эти галочки как раз потому, что модель в клиент отправила информацию, то, что таска теперь сделана. Просто пометил ее крестиком. Как создаются новые задачки, потому что в рамках плана как раз они и появляются, эти задачи. Как изменять файлы. Ну, в общем, я думаю, вы поняли, здесь очень большое количество информации, какое-то безумное количество строчек. Вот если вот мы пройдем дальше, видите, оно не заканчивается. 709 строк всего. 709. По-моему, здесь около 50 тысяч символов. VC, Line, System Prompt. 57 105 символов. Это безумно большой промпт. Это одна из причин, почему я ушел с Клайна, потому что у меня просто сразу съедался этот контекст. На каких-нибудь моделях в 30 тысяч, ну, вы понимаете, да, вот уже все, мы съели 26 тысяч. Поэтому меньше 65 тысяч, меньше 64 тысяч. Конечно, Клайном пользоваться не очень удобно, и надо четко декомпозировать задачи. Желательно, конечно, использовать модели, где будет больше места. Есть разные технологии, как получить больше контекста, но это уже к вопросу квантизации. Сейчас мы этого касаться, опять же, не будем. Так. Чтобы посмотреть результат, можем вот воспользоваться браузером. Greetings app. Можно ли отправить? Пустой. Пустой нельзя отправить. Давайте наберем Антон. Submit. Привет, Антон. Ну, в целом наша задача выполнена. То, что я хотел. Input, Submit кнопочку. Все есть, все работает. Окей, переходим к следующему. Промпты. Вот. Например, нам хочется теперь разделить HTML, CSS и JS из одного файла, потому что нам сейчас тут все в одном напихали. HTML, вот CSS в стайле пошел, и вот JS тут в скрипте. Он такой колбасяный. Большой, конечно, тут объединенный, но работает, ладно. Мы хотим, например, разделить их. Есть большое желание просто нажать в режиме акт, начать новую таску. Не начать новую таску, а просто в режиме акт отправить. Не надо этого делать. Лучше сделать, переключиться в режим плана, посмотреть, как он их хочет разделить, и потом только действовать. Часто бывает ситуация, когда агенты с моделями не совсем так понимают задачу, как вы ее поняли, и без того, чтобы проанализировать то, что он будет делать, он может наделать очень-очень больших делов. Это будет очень неприятно и очень неудобно. Вот, план создан. Значит, отдельно сделать файлик style CSS, скрипт JS, индекс HTML
и потом их слинкует в HTML. Меня устраивает этот план, переводим в режим действия, пусть работает. Не все агенты так позволяют нажать на кнопочку, чтобы перевести в режим действия. Некоторым нужно вручную переключиться на режим действия, написать «do it», и ты, чувствуя себя Палпатином, нажимаешь это, отправляешь, и агент переходит в режим действия. Пусть пишет пока. Мы перейдем к теме чекпоинтов. Вот тут можно встретить вот эти чекпоинты, я их буквально там мельком упомянул. Здесь есть кнопочки Compare и Restore. Зачем эти чекпоинты? Опять же, то, что я говорил, модели с агентами иногда комбо просто адское создают, и они начинают делать делов. Сносить вам какие-нибудь файлы, которые не надо было сносить в проекте, делать изменения, которые не надо было делать, и вы хотите восстановиться к предыдущему чекпоинту, предыдущему месту в вашем диалоге, либо хотите просто сравнить, а что изменилось-то вот с того момента. Не последнее изменение, какое было, а вот с того вот еще момента, который был там 3-10 шагов назад. И вот эти чекпоинты — это очень полезная функция, которая позволяет вам как раз это сделать. Вы можете с помощью кнопочки Compare вам представится div того, что было изменено с этого места, например, или вот с этого места, или вот с этого места и так далее. Или Restore, чтобы сбросить весь свой прогресс до этого места, восстановить все состояние файлов и изменения к этому месту откатить, и заново попробовать с этой точки сделать изменения. Очень полезная вещь, потому что позволяет избежать того, чтобы работать с гитом, например, и постоянно коммититься после каждого вот изменения небольшого, делать коммит. Это вот то самая вещь, что я говорил, лучше не отключайте чекпоинты, потому что чекпоинты хранятся как текстовая просто информация. Смысла их выкидывать вообще нет никакого. Очень не рекомендую это делать. Окей, вроде модель у нас доделала сюда. Угу. Говорит, я разделил, молодец. Вот опять же можно посмотреть на все изменения, которые были сделаны с предыдущего шага. И все. А можем пойти и посмотреть, что изменилось с самого начала. Ну и, собственно, вот наши 3 файла с самого начала-то и появились. Их не было просто. Так, чтобы понять, как выглядит этот самый контекст и как он хранится, вот вы можете открыть историю. Здесь кнопочка есть. Вот тяжело показывать, потому что какую-то лупу надо использовать. Вот есть history сверху. Когда вы на него нажимаете, у вас есть история ваших задачек, тасок. И в рамках этой истории вы можете открывать старые свои задачи. Здесь есть внизу delete all history. У меня это 106 килобайт. Это вся информация, которая была в таске. Это как раз та информация, которая есть в чекпоинтах и так далее, поэтому никогда, пожалуйста, не отключайте чекпоинты. Вы ничего этим не выигрываете, какой-то копеечный объем информации вы сохраняете. Это имеет смысл делать, когда вы уже совсем старые таски и вообще чистите систему, чтобы просто уже место освободить. Вот тогда да, тогда это имеет смысл, а так отключать просто так не надо, пожалуйста. Не делайте этого. Так, у нас есть 3 файла. Давайте посмотрим, что у нас изменилось. Нет, тут ничего не дает нам в пустом окошке сделать. Submit. Ну, привет. Ну, в целом тоже неплохо работает. Теперь у нас 3 файла. Так, возвращаемся к нашим промптам. Окей. Теперь важный элемент работы с агентами и в том стиле, в котором я вам показываю. Я сейчас не делаю сложного ревью какого-то, потому что очень простой проект. Я знаю приблизительно, что он сгенерирует. Я уже погонял несколько раз этот пример, чтобы было что показывать. Но в целом, конечно, надо ревью делать. После того, как вы поработали с задачей, вы видите то, что у вас там 30 тысяч контекста использовано уже, все, задача, в принципе, подошла к концу. Лучше зафиксировать те изменения, которые были сделаны в чем-то типа agents.md. Agents.md — это файлик, который будет подгружаться каждый раз, когда вы будете начинать работать с агентом. То есть это дополнительно, конечно, съест ваш контекст немножко, но в agents.md вы можете зафиксировать то, что вы хотели бы, чтобы было действительно понятно модели. Какие-то детали общие про ваш проект. Структурные детали. Где что найти. Соглашение о том, что и как надо делать и так далее. Вот, например, я тут, когда сначала мы генерировала моделька файлик, она сделала один HTML. Но я ей сказал, пожалуйста, HTML, CSS, JS в разных файлах, пожалуйста, сохраняй. Чтобы каждый раз этого не делать, потому что если мы вернемся к проекту, с большой долей вероятности он может генерировать новый HTML-файлик другой. Мы можем это зафиксировать как раз в agents.md, и каждый раз,
когда мы будем начинать работать с новыми задачами, нам не надо будет писать пожалуйста, ну раздели ты эти файлы». Нет, мы просто будем автоматически подгружать этот agents.md. От нас вообще ничего не будет требоваться, мы просто будем этот файлик класть в проект, и все, больше ничего не надо. Вот, зафиксируй описание проекта, use cases и основные ограничения в agents.md. Поехали, посмотрим, что он нам напланирует. Если что, структура сейчас выглядит так. Index.html, script.js, style, CSS. Ну, он там фиксирует, что действительно он будет туда записывать. Думает. Создаст agents.md. Что он туда положит? Описание, что никаких фреймворков не будет использовать, структуру ту же самую. Ну, в целом, да, мне подходит. Давайте будем применять эти изменения. Думает, создает файлик, редактирует. Пока он это делает, мы еще вот такую штуку затронем. Здесь есть пунктик, который я вообще сейчас не упоминал. Это использование разных моделей для режима планирования и режима действий. Это очень полезная вещь, если вы действительно хотите иметь две разные модели. Почему это может быть нужно? И зачем вы этого можете хотеть? Режим плана – это вещь, которая требует большой модели. Чем больше модель будет по объему, по размеру, по сложности, тем будет лучше, потому что она сможет тогда вам сгенерировать лучше план. Ну, так пока работает, и в большинстве случаев это верно. Может быть, когда-то это изменится, но сейчас чем больше модель, тем лучше. Если вы пользуетесь облачными провайдерами, большие модели могут стоить очень дорого. Например, тот же самый Fable, если я не ошибаюсь, вообще там $50 за миллион токенов на выход хотят, чтобы стоил. Я не знаю, что там на выходе получится, но какие-то безумные там цены вообще есть. Понятное дело, что для всего использовать такие дорогие модели не хочется. Хочется, чтобы, вот, например, план построила модель, которая будет прям очень умная, классная, а вот уже имплементировала этот план модель, которая будет попроще, которая может просто стабильно следовать за шагами, которые ей написали. И для этого можно купить какую-нибудь очень дешевую модель. И вот в Klein можно поставить галочку, настроить вторую такую конфигурацию, которая будет только для режима Act использоваться. Тогда вы будете получать просто меньше счета от облачных провайдеров, если вам это надо. Но, опять же, это зависит от того, какие у вас цели и чем вы пользуетесь. Для локальных моделей это не нужно обычно, потому что, опять же, вы не имеете таких костов. И вы ограничены только тем, что можно запустить на своем железе и, там, не знаю, счетом за электричество условным. Убираем термодинамику всю из уравнений, потому что, понятное дело, видеокарта тоже греется. Это мы не будем сейчас носить в уравнение. Окей, нам создали agents.md с описанием проекта, включая наши требования, которые сделали. Вот. Main constraints, HTML, CSS и JavaScript должны быть в разных файлах. Теперь каждый раз, когда мы будем работать с проектом, этот файлик agents.md будет так же, как и первоначальный промпт Klein, отправляться в контекст. Тут небольшой файлик. Почему важно понимать, что это в контекст? Именно что желательно этот файлик пересматривать время от времени, смотреть, чтобы он был минимальным, чтобы ничего там лишнего не было. Если у вас большой проект, имеет смысл разбить agents.md и сделать там по папочкам какие-то вложенные agents.md, которые будут упомянуты в основном agents.md, и будет написано, что иди и смотри конкретно agents.md вот в этих подпапочках, если тебе нужно сделать изменения в этой части системы какой-нибудь, например. Так, сделали изменения. По-моему, все. По промптам мы все прошли. Да, последний промпт, чтобы продемонстрировать то, что Klein действительно может работать с командной строкой. Вот мы можем написать, например, проинициализируй нам git-репо. Сделаем это в режиме действия сразу. Чего ждать? Поехали. Пусть доступ к терминалу получит, пусть нам инициализирует git-репо. Ну, вот он уже там пошел думать, скорее всего, он сделает git init, судя по всему. Ага, git init сделал. Вот наш путь до нашего проекта все есть. Добавил все файлы. Закоммитить, наверное, да? Закоммитить же. Закоммитил. Почему я говорю закоммитить же или не закоммитить? Потому что мы не посмотрели в плане, сразу запустили в режиме действия, и там непонятно, что он в конце концов сделает иногда. Окей, у нас есть гид, инициализирован, как мы видим, вот с терминалом работает прекрасно, поскольку мы настроили, чтобы это был бэш, никаких проблем здесь не было. Все отлично. Так,
Про что еще тут надо рассказать? Про контексты, что вы можете добавлять с помощью собачки какие-то файлы, когда вы упоминаете их, например, вы хотите там add new input in index HTML. И вот так с помощью собачки вы можете получать быстрый доступ к файлам и указывать на какие-то файлы. В таком случае он будет сразу знать, где искать чего, и не будет путаться, куда же мне вносить изменения. Например, очень полезно, если вы работаете с каким-то большим проектом, и вам нужно точечно сделать изменения. Например, я хочу переписать вот эту функцию вот в таком-то файле. Вот очень удобно пользоваться контекстом. Добавить файлы и изображения, чтобы сюда передать что-то, что у вас не находится в проекте. Если у вас это в проекте, лучше контекстом пользоваться и сказать, вот здесь забери, пожалуйста. Но MCP мы трогать не будем. Наверное, по большей части всю информацию мы здесь посмотрели, да? В гид даже закоммитились. Да, все работает. На сегодня все. Вам спасибо огромное за внимание. Я даже не думал, что YouTube будет так пушить эти видео про нейронки. Если вам было полезно, буду очень рад, если вы тоже поставите лайк. А для каких-то обсуждений всегда есть комментарии. Если вам нужно где-то вне YouTube меня найти, то есть Telegram, там есть в профиле у меня ссылка на канал, где там всякую свою лабудень я пишу. Но если что, подписывайтесь, может, вам тоже интересно будет. Anyway, спасибо вам еще раз. Спасибо огромное за внимание. И хорошего вам дня. Пока.